Мы живем в мире, где боятся смерти, и о ней избегают говорить. Почему мы так боимся смерти? Потому что мы считаем это концом, потерей, чем-то неизвестным. Но что, если бы вы знали, что смерть – это не конец, что это просто очередной переход, как смена времен года. С момента нашего рождения мы приближаемся к смерти. Во многих культурах смерть – это трагедия. В буддизме смерть рассматривается как часть цикла перерождений – сансары, который обусловлен привязанностями и кармой. Согласно буддийскому учению, все вещи в мире подвержены изменению, как поток реки никогда не остается таким же. Наша жизнь также движется в бесконечном потоке изменений. Смерть – это не конечная точка, а переход в другое состояние бытия. Когда мы начинаем это понимать, мы отпускаем страх. Мы понимаем, что смерть – это не что-то, о чем нужно беспокоиться, но скорее часть естественного ритма бытия. Мы боимся смерти, потому что мы привязаны к собственному «я». Мы верим, что мы – это наше тело, наш ум и наша личность. Буддизм учит анатта, правда об отсутствии собственного «я». То, что мы называем «я», это комбинация физических и ментальных элементов, то есть временная коллекция мыслей, эмоций и переживаний. Внутри нас нет неизменной и не меняющейся сущности. Поэтому смерть – это не есть конец «я», потому что такого «я» на самом деле не существует. Как сказал Будда, подобно тому, как колесница состоит из частей и не существует как независимая сущность, так и тело и разум представляют собой совокупность элементов. Наше тело постоянно меняется, стареет и обновляет себя. Клетки, которые составляли наше тело 10 лет назад, уже не те клетки, что у нас есть сегодня. Что же такое «я», что мы так боимся потерять? Когда мы отпускаем иллюзию постоянного, неизменного «я», то мы отпускаем страх смерти, потому что если нет никакого фиксированного «я», за которое мы держимся, то что тогда терять? Мир вокруг нас находится в постоянном изменении. Цветы расцветают и вянут, реки текут и никогда не остаются теми же. Времена года меняются от весны к зиме. Ничего не остается статичным. Это аника, закон непостоянства. Мы страдаем, когда мы сопротивляемся изменениям. Мы цепляемся за молодость, боясь старости. Мы держимся за дорогих нам людей, боясь их потерять. Это освобождение, нирвана, которое достигается через прекращение страстей и иллюзий, что позволяет избавиться от бесконечного повторения рождения и смерти. В буддизме смерть – это переход, а не конец бытия. И медитативные практики помогают понять и подготовиться к ней. Но как бы мы ни цеплялись, жизнь продолжает двигаться вперед. Как только мы принимаем непостоянство, мы находим покой. Мы видим, что все, включая смерть, является просто частью естественного процесса. Вместо страха конца мы принимаем каждый момент полностью, зная, что сама жизнь
Это мимолетний, но прекрасный дар. В буддизме смерть – это не конец. Это переход в цикле перерождений, сансары. Рождение, смерть, перерождение. Закон кармы говорит, что наши мысли, слова и действия формируют наше будущее. Как земледелец сажает семена и собирает урожай, так и энергия, которую мы создаем в этой жизни, переходит в следующую. Будда сравнивал смерть со сменой одежды. Когда одежда износилась, мы ее выбрасываем и одеваем новую. Точно так же, когда наше старое тело больше нам не может служить, наше сознание переходит дальше, сформированное кармой, которую мы создали своими действиями, совершенными с намерением. Если мы живем в соответствии с этическими принципами, основанными на добре, мудрости и сострадании, мы создаем позитивную карму. Это способствует спокойному переходу и благоприятному перерождению. Вместо страха смерти нам нужно фокусироваться на жизни, в добродетели, так, чтобы, когда придет время, мы могли покинуть этот мир со спокойным сердцем, без сожалений. Понимание, что смерть – это переход, а не конец, позволяет нам принимать ее с мудростью и спокойствием. Это напоминает нам жить в настоящем моменте, относиться с добротой и честностью к другим людям, отпустить привязанности, которые приносят нам страдания. Будда учил: не зацикливайся на прошлом, не мечтай о будущем, сосредоточься на настоящем моменте. Это учение не только инструкция к жизни, но и подготовка к смерти, поддерживая жить с осознанностью и умереть со спокойствием. Страх смерти. Откуда он? Наш страх смерти часто связан с привязанностью к любимым нами людям, имуществу, достижениям. Мы боимся потерять то, чего мы достигли, отношения, которыми мы дорожим, личность, которую мы создали. Будда учил, что привязанность приводит к страданию. Все, к чему мы привязаны, в один день изменится или исчезнет. Чем крепче мы держимся, тем сильнее боль, которую мы испытываем. Вместо сопротивления нам нужно научиться отпускать. Мы можем ценить дорогих нам людей, не держать за них. Мы можем наслаждаться жизнью без страха, что она закончится. И когда смерть придет, мы можем встретить ее с распростертыми объятиями, зная, что ничто никогда не принадлежало нам. Когда Будду спросили о самой важной практике для подготовки к смерти, он ответил: осознание смерти, развитое и часто практикуемое, приносит большую пользу и ведет к освобождению. Практики осознанности учат нас быть полностью осознанными каждый момент. Когда мы медитируем, мы учимся наблюдать за своими мыслями со стороны. Мы учимся противостоять нашим страхам, в том числе страху смерти, со спокойной осознанностью. Многие буддийские монахи готовятся к смерти, медитируя о ней. Вместо избегания этой темы они ежедневно размышляют об этом, видя в этом естественную часть существования.
Эти практики помогают им избавиться от страха и позволяют им жить и умереть с безмятежностью и в спокойствии. С помощью осознанности мы тоже можем культивировать состояние, когда мы не обеспокоены о смерти, но скорее принимаем ее как часть великого развития жизни. Вместо страха смерти мы можем использовать ее как учитель. Понимание, что жизнь временна, может вдохновить нас жить более осознанно, любить глубже, быть добрее с другими, отпускать прошлое. Когда мы осознаем, что время ограничено, мы перестаем тратить его на ненужное беспокойство, заниматься вещами, которые не являются истинно важными. Вместо этого мы фокусируемся на том, что является истинным: сострадание, мудрость и внутренний покой. Буддизм встречает смерть без страха. Он учит, что просветленный не грустит о конце, потому что он понимает, что никогда не было истинного начала и конца, только постоянное изменение. Великие монахи и учителя покидали этот мир легко, даже радостно. Их мудрость показывает нам, что мы тоже можем готовить себя к смерти, успокоив наш ум и освободив его от страха и с полным пониманием. Смерть – это не конец, и ее не нужно бояться. Это просто часть великого цикла бытия. Когда мы принимаем эту правду, мы освобождаемся от страдания и принимаем жизнь полностью.